Мечта. Слово, которое дает кому-то силы и надежду, а кого-то сковывает своей недосягаемостью. Для меня мечта — это самое сокровенное. Что-то, при мысли о чем становится свободнее дышать, бьется сердце и рождается энергия внутри меня. Мечта — это путь, ради которого ты отсеиваешь цели, которые не помогут пройти его. Какие-то мечты могут меняться с возрастом, какие-то воплощаться достаточно быстро, но есть те, ради которых мы проживаем жизнь. Мечта не имеет точного плана или графика для осуществления, поэтому приходится рисковать, если есть шанс, что так ты станешь на шаг ближе. Мечта не требует ответа на вопрос «тебе к скольки?». У нее нет срока годности. Мечта — это вера, пот, слезы, кровь, радость, грусть, нервы, сила, победа, поражение, ошибки, мотивация, снова поражение, настойчивость, целеустремленность, перемены. И так продолжается, пока ты не воплотишь мечту. Но за ней чаще всего приходит новое. Не каждый человек, услышав вопрос «в чем твоя мечта?», с горящими глазами может ответить: а ведь если понять, что является для тебя самым желанным, станет проще жить, проще выбирать и проще достигать. Какая у тебя мечта? Для меня мечта — это то, чем я живу, а то, чем я живу, это балет. Балет для меня стал смыслом жизни не так давно, потому что раньше я не придавала этому особого значения. Лет с 12 я уже начинала понимать, что кроме этого я себя больше нигде не вижу. Моя мечта для меня — это самое главное в жизни, и я делаю все, чтобы она исполнилась изо дня в день. Тренируюсь, занимаюсь и просто знаю, что все в моих руках. Моя мечта заключается в семейном счастье. Я обожаю детей, проводить время со своей семьей, со своими братьями, сестрами, родителями. И для меня нету ничего важнее на свете, чем вот эта семейная близость. Поэтому, когда я представляю себя в будущем и думаю о том, как же сложится моя жизнь, я не уверена об очень многом и не знаю, кем я буду работать, я не знаю, где я буду жить. Я абсолютно четко знаю, что у меня будет большая, крепкая, дружная семья, которой я буду посвящать максимум времени и которая будет делать меня счастливой и которую буду я стараться делать счастливой. Моя мечта – это создать вокруг себя идеальную обстановку. Неважно, касается это друзей, окружения, работы, учебы или же просто интерьера в квартире. Думаю, так моя жизнь станет гораздо проще, потому что стремление к совершенству – это одна из моих черт характера. Наверное, самое важное, без чего я не буду чувствовать себя счастливой, это путешествие. Один из кадров, который я бы хотела увидеть, это встретить Новый год на Таймс-сквер. Просто это складывается у меня в такую большую картинку, большой фотоальбом, который я могу перелистать, и в конце своей жизни вот я представляю, как женщина сидит и смотрит на вот этот фотоальбом, и просто воспоминания, связанные с какими-то местами. Вот в этом, наверное, заключается моя мечта. How conscious are you?
My dream is to bring joy to the world with my music, and actually I want to give it to the people for free, so everybody should just listen to it. All I want to do is like create and live for my art, and I hope I can inspire people. Моя мечта, как бы странно она ни звучала, это однажды смочь превзойти своих родителей. И это вовсе не чувство соперничества, а наоборот восхищение и благодарность за все то, что они вложили и продолжают вкладывать в меня, что заставляет меня работать еще больше, чтобы когда-нибудь смочь вернуть это им в многократном размере. Хочу иметь возможность знать, общаться и дружить с потрясающими людьми, которые живут в разных уголках мира, и знакомить их с другими, не менее потрясающими людьми, потому что это вполне реальный и достижимый способ сделать мир лучше. Как бы это глупо ни звучало, но моя мечта — это большая белая ванна в большой комнате, и чтобы там были большие окна в пол, чтобы было очень светло, чтобы я могла там проводить свое время, читать книжки, смотреть фильмы. И главное, чтобы много пены. На данный момент, на сегодняшний день, чего хочется больше всего, это завести собаку и переехать в свою квартиру и оформить ее так, как хочется, и просто жить там с собакой и радоваться. Я мару, каб людзі ў Беларусі перасталі карыстацца пластыкавымі пакетамі. Чаму пакетамі? Таму што для мяне гэта сімвал аднаразовага і бяздумнага спажывання. Я бы хацела, каб яны перасталі прадавацца і раздавацца бясплатна. Я думаю, нам часта здаецца, што мы ні на што не ўплываем і нашы дзеянні нічога не значаць, але якраз значыць, нават калі яны вельмі маленькія. Моя мечта — это чтобы все люди попробовали хоть раз в жизни самую вкусную чашку кофе для себя, запомнили ее и шли к ней, искали ее, попробовали повторить этот вкус где-то в кофейне, дома или в каких-то других местах. Таким образом, экспериментировать, углубляться в этот процесс, и в конечном итоге он станет ближе к кофейной культуре. Как-то так. Я мечтаю, чтобы мир был без границ. Мы все рождены на одной планете. Так зачем ограничивать себя? Где ты хочешь жить? Сколько ты хочешь жить? Что ты хочешь видеть? Наверное, актер должен мечтать об Оскаре. И я мечтала, да.
Но что забавно, мечтала я о нем до того, как по-настоящему начала свой актерский путь. Это как в анекдоте с лотерейным билетом. Выиграть ты мечтаешь, но билет купить даже в голову не приходит. Знаешь, наверное, моя мечта сводится к тому, чтобы, добившись всех высот, всех поставленных целей в своей профессии, иметь возможность построить лучшую актерскую школу в стране, и чтобы она находилась именно в моем родном городе, в Иркутске. Чтобы те, кто с самого детства знают, что хотят быть на сцене, имели возможность учиться любимому делу в России. Чтобы эта профессия, кстати, одна из самых бескорыстных профессий, не казалась чем-то недосягаемым. Ну и чтобы в будущем актеры из России, приехав в другую страну, играли не только русского бандита номер 2, но и главные роли. Вот о чем я по-настоящему мечтаю. Я мечтаю, чтобы у моего отца сбылась мечта. Его мечта – это побывать на Марсе. Поэтому я мечтаю когда-нибудь, чтобы я смог оплатить своему отцу поездку на Марс. Чтобы он смог походить по той планете, которой всегда интересовался. То есть моя мечта очень сложная, но она вполне может сбыться. Моя мечта, чтобы в мире закрыли все зоопарки и все цирки, в представлениях которых участвуют животные. И чтобы азиатские народы перестали верить в то, что порошок из рога носорога или суп из саламандры поможет им увеличить потенцию или продлить жизнь. Вот такая несбыточная мечта. Мечта, наверное, как воплощение каких-то глобальных ценностей. Я бы скорее, наверное, так охарактеризовала сейчас мечту. Стать лучшей версией себя, насколько это возможно. Мир во всем мире, он не зависит от кого-то другого, он зависит от себя. Все, что меняется вокруг, все зависит от тебя. Поэтому, наверное, сделать от себя все возможное, быть настолько хорошим, насколько это возможно. Это понятие как раз включает в себя очень много всего. Все остальные мечты. После 30 отношение к мечтам меняется. Раньше мечтали путешествовать много, но сейчас мы просто это делаем. Это просто стало целью. И сейчас мечта, наверное, это стало чем-то большим, что-то более глобальное. То есть то, что займет всю твою жизнь, а может быть, какую-то большую часть этой жизни. Я не знаю, что это будет и как это произойдет, но, возможно, потом, где-нибудь там далеко-далеко в конце, я мог сказать себе, что я не зря потратил жизнь, что я не зря провел время. Не постоянно жил для себя. То есть сделал что-то действительно значимое и важное не только для себя, но и для других. Мечтаю вдохновлять, по-хорошему вдохновлять людей, жить какой-то полной жизнью, строить отношения, заводить семьи. И это может быть все что угодно, я пока не знаю точно, но действительно мечтаю об этом, чтобы не зря потратить время, которое у меня есть. Википедия дает 3 обозначения слова «мечта», одно из которых «мечта» — это что-либо нереальное, неосуществимое, недосягаемое. К сожалению, многие люди согласны с этим определением и считают, что мечты недостижимы. И я не согласна с этим. Искренне верю, что возможно все. Вопрос лишь в том, готов ли ты посвятить всего себя достижению чего-то столь сложного, что многие люди считают недостижимым. Летать в небе ведь тоже было чьей-то мечтой. Думаю, есть 3 признака настоящей мечты. Первое. Ты страстно хочешь этого достичь. Второе. Ты готов действовать или уже действуешь. И третье. Ты веришь, что воплотить ее в жизнь возможно.
Я мечтаю снять фильм. Фильм, который не оставит равнодушным ни одного человека, который его увидит, который затронет струны души в сердце человека, который заставит его задуматься, возможно, пересмотреть свои взгляды на жизнь, которым он захочет поделиться со своими внуками потом. Хочу создать что-то прекрасное на экране и оставить след в мире. В мечте сами мы, наша хрупкость, потому что они говорят, что для нас дороже всего. Мечтайте, игнорируя скептиков. Рассказывайте о мечтах шепотом самым близким людям. Или кричите о них, когда того требует душа. Используйте энергию, которую она вам дает, и идите на самые нерешительные поступки решительно. Но для начала, какая у тебя мечта?